Когда монголы приблизились к польским порядкам, Генрих послал в бой свой авангард под командованием Болеслава. Опустив копья, европейские всадники двинулись вперед, однако легковооруженные монголы на степных лошадях отступили, избежав лобового столкновения. Они стали окружать рыцарскую конницу, осыпая ее стрелами со всех сторон. Из-за невозможности сблизиться с монголами для схватки, люди Болеслава были вынуждены прервать атаку и возвратиться обратно к польской линии. Это отступление оказалось крайне тяжелым. Погиб сам Болеслав и многие его приближенные. Положение исправили только подоспевшие польские арбалетчики. Вторая атака была предпринята Сулиславом и Мишко из-за поля, которые повели в бой основные польские силы. В этот раз наступление польского войска началось удачно. После небольших стычек монголы стали откатываться. Вдохновленные первоначальным успехом, рыцари продолжили атаку, стремясь обрушить на монголов всю мощь своего удара. Чтобы избежать потерь от лобового столкновения, монголы продолжили свою тактику отступления, заманивая поляков вперед и обстреливая их. Вдруг воины Сулислава и Мишко услышали крики «Бегите! Бегите!». Впоследствии выяснилось, что на польском языке кричал разъезжавший по полю провокатор. Но князь Мишко принял крик за правду и, увлекая за собой часть своего отряда, стал уходить с поля боя. Увидев отступление Мишко, Генрих повел в бой свою резервную линию, намереваясь нанести решающий удар по рассредоточенным монгольским всадникам. В ответ на действия Генриха Байдар ввел в бой свой собственный резерв, подразделение тяжелой копейной конницы, которая у монголов тоже была, хотя по силе она уступала европейским рыцарям. Полки Генриха и Байдара столкнулись в жесткой схватке. В тот момент силы сторон были примерно равны. Постепенно кавалерия Генриха стала одерживать верх над монголами, однако им все же удалось дезорганизовать поляков и переломить ход сражения. Польский хронист Ян Длугаш приписывает монголам использование колдовства, которое якобы привело к перелому в битве и разгрому европейцев. На самом деле монголы просто подожгли сухую траву на поле, что внесло неразбериху в ряды польского воинства. В поднявшемся над полем облаке дыма польские рыцари беспорядочно метались из стороны в сторону, пытаясь найти выход из огненной западни. Тяжелые всадники потеряли связь со своими соратниками и задыхались от густого дыма, поэтому стали более легкой целью для монгольских всадников. Освободившиеся монгольские части преодолели дымовую завесу и, протаранив польскую пехоту, разбили ее. Союзная армия была наголову разгромлена.